Здравствуйте! Вас приветствует магазин Мир Модели. Меня зовут Игорь, и я хочу сегодня вам представить новинку от Rema Hobby 1 к 16, бесколлекторную версию Rocket, и, соответственно, сразу же показать, помимо мотора и регулятора, какая у них есть разница. Рассказывать про коллекторную версию сейчас мы не будем полностью, только лишь именно, повторяю, сделаем акцент на том, какая между ними сейчас разница. Значит, вот эти две машинки без корпусов. Ну, соответственно, конечно, есть еще S-Max. Просто у нас здесь сейчас в данный момент отсутствует, но платформа, там, за исключением колес, она та же самая. То, что бросается сразу же в глаза, помимо мотора и регулятора, это вот эта вот металлическая пластина усиления, в отличие от пластиковой. Здесь она только опциональная была, тут уже сразу стоит. Соответственно, конечно, если внимательно посмотреть, то вот здесь вот видно, что кардан уже металлический, алюминиевый. На бесколлекторной версии, на коллекторной, соответственно, он стандартно идет пластиковый. Я сейчас вам отдельно покажу все разобранные все эти детали, чтобы четко было понятно, что они изменили. Вот в первую очередь, конечно, надо обратить особое внимание на то, что кардан там наконец-таки металлический, алюминиевый. Вот он такой вот стоит на бесколлекторной версии. Изначально уже в стоке. Вот кардан пластиковый, один из вариантов. Там был еще черный пластик, это считается более сильный, но не намного. Из коллекторной версии. Он, видите, даже вот он новый, но вот он слегка кривой, поэтому частенько их просто рвало. То есть была проблема такая, теперь ее нет. Вот первое отличие. Вот бесколлекторная, вот коллекторная версия. Значит, ну, сейчас посмотрим на регуляторы. Что у них, какая у них разница. Вот у нас два регулятора. Вот регулятор с коллекторной версии. Ну, здесь идет сразу же, помимо того, что он под коллекторный двигатель, у него еще идет выход на фары и вот этот вот выход, там сколько у нас, 5-пиновый на сервомашинку. То, что идет в стандартной комплектации. Если же взять, отключить, убрать выключатель, а он идет там отдельно, сразу же не установлен, то можно поставить обычную сервомашинку туда. То есть нормальную шимом, то есть которая будет более четко отрабатывать. Вот если стандартной не хватает. Вот. Но кто-то ставит выключатель, чтобы для удобства пользования. Кому, в общем, здесь что. Вот регулятор от бесколлекторной версии. Вот. У него уже сразу же идет 3-пиновый выход на сервомашинку. Вот. А выключатель сам уже идет в стандартной комплектации, то есть уже установленный. Ну вот сюда можно подключить еще свет, если нужно. Они оставили возможность, как и на старом регуляторе. Вот они два вместе, практически не изменены ничего. Ну, возможно, чуть побольше размером, но не критично. Пластина, которая стоит металлическая сверху на машинке, довольно-таки ощутимо усиливает жесткость. Ставится просто наверх, на стандартную. Вот. Ну, приобрести отдельно можно было ее, и пока была только коллекторная версия, так что как бы это, исходя из мощности двигателя, видимо, сделали такую доработку. Двигатели, ну, отличие коллекторного, бесколлекторного, что тут рассказывать. В общем, вот мотор бесколлекторной версии. Как он будет работать, то есть насколько он окажется надежный. Мы помним, те, кто с Rema Hobby имел дело, помнят двигатели на бесколлекторные на 10-х масштабах. Вот.
В принципе, претензий к нему нет. Тут уже как время покажет. Вот. Этот мотор тоже на коллекторной версии был вполне себе неплох. Но каждый выбирает себе сам. Сервомашинки. Здесь они остались с пластиковыми зубьями. Но вот машинка, сервомашинка без коллекторной версии. Вот. Она гораздо более быстрая. Я это сейчас покажу, включу. Вот. Но, к сожалению, металлических зубов на ней нету. И, соответственно, так как машина более шустрая, проблема поломки зубьев, она при ударах остается. Вот. Старая машинка, она имела пятипинный выход, была более медленная, с таким же пластиковым набором шестеренок. Вот, пожалуйста, я вам сразу же подключил и покажу, как быстро работает машинка без коллекторной версии. И сравним ее с коллекторной. Вот. То есть видно, как говорится, невооруженным глазом. Но, повторяю, она осталась такая же пластиковая, поэтому кто хочет чего здесь изменить, поставить с металлическими зубьями, это вообще без проблем. Собственно говоря, как и на коллекторной версии можно было это сделать. Подключение это присутствовало. Вот оно здесь, вот под этой вот крышечкой. Ну, либо или выключатель сюда ставить. Так, вот пульты от коллекторной. То есть вот от коллекторной, вот от бесколлекторной версии. Хотя на самом деле тут, как говорится, найдите 10 отличий. Разницы ну никакой нет. Все как было, так и осталось. Хотя на самом деле разница есть. От бесколлекторной версии пульт вы не забендите на коллекторную и наоборот. В остальном отличий у них нету, и пульты остались абсолютно прежними. Комплектация, зарядное устройство, аккумулятора, ничего тоже не изменилось. Вот, осталась та же старая зарядка, тот же литий-ионный на 1500 мА аккумулятор. Вот. Основные отличия вы увидели. Машина намного стала резвее, четче управляется. Ну, в 16 масштабе сейчас цена-качество, но нету ей альтернативы из того, что, например, продается вот так достаточно широко. Итак, мы вам показали нашу новинку Rema Hobby 16 масштаба и отличие от ее версии в коллекторном варианте. Вот. Обе эти машинки можно купить в мире моделей. Пожалуйста, ждем вас. Всего хорошего и до новых встреч.